Пролетая над отдаленным местом, авиатор Джек заметил внизу странное зрелище. Группа животных двигалась кругами. Заинтригованный этим необычным занятием, он решил приземлиться неподалеку, чтобы рассмотреть его поближе. Когда он приблизился, его охватил страх. То, что он обнаружил, заставило его немедленно обратиться к властям. Набрав 911, он услышал, как оператор спросил: «Что у вас случилось?» Джек замялся, пытаясь описать странное зрелище. «Полагаю, мне нужна полиция», – неуверенно ответил он. После минутного молчания оператор подтвердил: «Хорошо, я вас нашел. Полиция уже в пути». Успокоенный Джек повесил трубку, но внезапно почувствовал сильную боль в спине, и все потемнело. Когда он проснулся, его лицо онемело от снега, а тело болело, но его физические страдания были ничем по сравнению со сценой, развернувшейся вокруг него. Его глаза расширились от удивления, когда он встал и повернулся, горячо молясь о прибытии полиции. Что заставило животных бегать кругами? Что ударило Джека в спину? И что встретило его, когда он пришел в сознание? Джек, пилот-любитель, владелец вертолета, обычно летал каждые выходные, любуясь впечатляющим пейзажем. Но в этот раз, глядя вниз на заснеженное поле, он заметил нечто, похожее на огромную яму. Снижаясь на вертолете, он понял, что это была не яма, а движущаяся масса. Спустившись ниже, он обнаружил, что это была большая группа животных, бегающих кругами. Джек никогда не видел ничего подобного и задавался вопросом, что вызвало такое необычное поведение. Желая узнать больше, он быстро нашел безопасное место для посадки. После безупречного приземления Джек направился к животным. Он слышал, как их копыта стучат по земле, когда они бежали на полной скорости. Еще до того, как он подошел достаточно близко, чтобы разглядеть их, он был поражен, оказавшись лицом к лицу с этой группой. Это было стадо оленей, более крупных, чем все, что он видел раньше, и все они синхронно бежали с окаменевшими лицами. Попытавшись подойти ближе, чтобы остановить их, Джек обнаружил, что на него совершенно не обращают внимания, как будто они были в трансе. Внезапно он заметил что-то тревожное в центре круга. Его глаза расширились от изумления. В панике Джек быстро потянулся к телефону, чтобы набрать 911, не зная, как внятно объяснить свое необычное затруднительное положение. Окончательно, но все, что он заметил, был белый вихрь. Внезапно внимание Джека привлекло какое-то движение. Он вовремя отступил в сторону, когда мимо промчался олень, взметнув копытами снежную пелену. Едва не промахнувшись, Джек осознал всю серьезность своего положения. Он был посреди пустынного пространства, далеко за пределами обычного падения. Пронизывающий холод терзал его незащищенную кожу, и он начал паниковать, ища пути к отступлению. Оглядевшись, он заметил неподалеку группу деревьев. Собрав все свои силы, он направился к ним, надеясь, что они смогут укрыть его от дикой давки. Каждый шаг давался ему с трудом, несмотря на снег и дезориентацию. Но он продолжал двигаться, движимый желанием найти безопасное место. Когда Джек приблизился к краю зарослей, из них внезапно выскочил олень, едва не столкнувшись с ним. Близость столкновения усилила его бдительность. Он быстро оценил обстановку, отметив, что лес может послужить укрытием от несущегося стада. Однако беспорядочный бег стада был ошеломляющим. Олень подрезал его, и он потерял равновесие. От столкновения он растянулся на земле, что резко контрастировало с неопределенностью и опасностью, окружавшими его.
Шумное стадо, казалось, издевалось над его усилиями сохранять равновесие. Лежа на заснеженной местности, он почувствовал острую боль в плече, в том месте, куда его ударил олень. Это падение послужило суровым напоминанием о его уязвимости в дикой местности. Несмотря на жгучую боль, он знал, что не может позволить себе роскошь бездельничать. Холод и боль в конечностях усилили его попытки подняться. Прислонившись для опоры к дереву, он заставил себя встать. Звуки давки все еще раздавались вокруг него, постоянно напоминая о подстерегающей опасности. Он понял, что должен продолжать двигаться, чтобы найти выход из этой угрожающей ситуации. Вокруг него начали собираться люди, выглядывая из-за дерева, он обозревал окружавших его оленей. Несмотря на то, что кольцо было угрожающим, в нем, казалось, была какая-то особая закономерность. Джек искал наилучший момент для действий, осматриваясь в поисках возможного побега. Он нашел менее людную часть круга, потенциальный путь, ведущий к тому, что казалось безопасным в эпицентре бури. Сердце Джека бешено колотилось, пока он ждал подходящего момента, предвкушая, как сможет оторваться от преследователя. Воспользовавшись своим шансом, он выскочил из-за дерева и изо всех сил помчался к середине, проскакивая между испуганными оленями. Его ноги двигались в ускоренном темпе, подгоняемые адреналином. Добравшись до менее бурного центра, Джек на мгновение задержал дыхание. Разница была очевидна. Шум давки был приглушенным, он заглушал, но не подавлял его. Однако это убежище было недолговечным, и хаос мог таить в себе свои опасности. Когда Джек восстановил самообладание, к нему вернулось воспоминание. Он заметил кого-то прямо перед тем, как все погрузилось в темноту. Это воспоминание вызвало прилив страха. Когда-то успокаивающая тишина круга теперь казалась жутковатой. Он обернулся, вглядываясь в окружающую листву в поисках какого-либо движения. Его сердцебиение ускорилось от страха. Обманчивое спокойствие говорило о том, что угроза исходила не только от разъяренного оленя. Реальная угроза могла быть ближе, чем он предполагал, возможно, даже внутри самого круга. Осознание этого усилило его бдительность, заставив искать любые признаки движения или угрозы в предполагаемом убежище. Первоначальная паника Джека переросла в решительные действия, когда он заметил фигуру возле дерева. Фигура была неподвижна, почти сливаясь с морозным фоном. Осторожными шагами Джек подошел ближе. В его голове проносилось множество вопросов. Кто был этот человек? Как они оказались в такой ситуации? Стремление что-то обнаружить толкало его вперед, игнорируя потенциальную опасность на пути. Когда Джек приблизился к фигуре, стало ясно, что это был мужчина, без сознания и, по-видимому, избитый. Это открытие подтвердило догадку Джека о том, что он был не одинок в этом затруднительном положении. Он присел рядом с ним на корточки, проверяя, нет ли признаков жизни. Вид раненого мужчины послужил суровой проверкой реальности, показав, что давка имела последствия не только для него. Тайна раненого мужчины еще больше усложнила их и без того рискованную ситуацию. Пока Джек искал безопасное место внутри круга, его мысли были заняты тем, кто этот человек. Усилия Джека по спасению продемонстрировали его сопереживание и готовность помогать другим даже в нестабильные времена. Рискуя личной безопасностью ради незнакомца, Джек продемонстрировал способность человечества проявлять заботу в критические моменты. Переведя мужчину в более безопасное место, Джек оставался бдительным, готовый защитить их обоих от любых надвигающихся опасностей. Джек, проявив изобретательность, оторвал полосы от своей одежды,
чтобы сделать импровизированные повязки для раненого. Его действия были направлены на то, чтобы остановить кровотечение и обеспечить хоть какую-то защиту от пронизывающего холода. Быстрое мышление Джека свидетельствовало не только о его практических навыках, но и о его немедленной готовности помочь человеку, попавшему в беду, несмотря на его собственные неопределенные обстоятельства. Плечом к плечу они боролись за каждое мгновение, движимые общей целью – выжить. Джакс неустанно трудился над улучшением их укрытия, наваливая снег для тепла и поспешно собирая ветки, чтобы укрепить их временное пристанище. Каждое действие было жизненно важным, подкрепленным знанием того, что время – их самый важный союзник в этой битве за выживание. Раненый подавал слабые признаки жизни. Едва слышный стон свидетельствовал о значительном триумфе Джека, который неустанно старался сохранить жизнь им обоим. Джек призвал человека бороться с болью и оставаться в сознании. Эта слабая реакция, хотя и казалась незначительной, укрепила решимость Джека продолжать двигаться вперед. Джек также заметил перемену в поведении оленя, находившегося неподалеку. Их возбужденное хождение по кругу, казалось, утихло, и он мог только гадать, почувствовали ли они что-то, что он упустил. Это изменение в их поведении стало временным утешением, свидетельствующим о том, что обстоятельства, возможно, меняются. Мысль о том, что такое изменение в поведении животного может предвещать скорую помощь, наполнила Джека сдержанным оптимизмом. Он внимательно прислушивался к сигналам спасательной команды, надеясь, что изменение в поведении оленя было сигналом об их скором прибытии. Мысль о том, что его спасут после такого тяжелого испытания, казалась слишком невероятной, чтобы быть реальной. И все же Джек цеплялся за эту надежду, позволяя ей мотивировать его действия и поддерживать его волю, несмотря на ледяной холод и неопределенность, с которыми они столкнулись. Его настойчивость была очевидна, поскольку он постоянно менял их импровизированное убежище, осматривал раненого и внимательно следил за любыми признаками спасения. Эта постоянная борьба с суровой стихией была свидетельством его выносливости, качества, которое помогало ему и его спутнику выжить, пока они ждали, преисполненные надежды, и боролись за выживание. Внезапно тишину прорезал слабый звук сирен, ставший маяком надежды в заснеженной пустыне. Сердце Джека забилось быстрее при мысли о спасении, когда звук стал громче, подтверждая, что помощь действительно приближается. Этот звуковой сигнал возродил надежду Джека, придав ему новые силы для продолжения его усилий по защите и утешению раненого человека, который находился рядом с ним. Когда вой сирен стал громче, Джека захлестнула волна облегчения, сменившаяся благодарностью за невидимых спасателей и предоставленный шанс выжить. Он прошептал слова утешения пострадавшему, подтвердив, что помощь уже близко. Этот момент неминуемого спасения вызвал у Джека глубокое чувство благодарности, несмотря на все невзгоды, с которыми они столкнулись. Приближающееся спасение дало им возможность поразмыслить над своими мучительными переживаниями, которые раздвинули их границы, одновременно продемонстрировав их врожденную стойкость и инстинкт самосохранения. Этот самоанализ был не просто воспоминанием о последних часах, но и открытием вновь обретенной силы, которую они обнаружили в себе. Испытание, хотя и было изнурительным, продемонстрировало их способность проявлять настойчивость и выйти победителями. Сирены становились громче, верный признак того, что спасательная команда приближается. Настроение Джека улучшалось с каждым новым звуком, ощутимым показателем расстояния,
отделяющего их от безопасности. Он приготовил необходимые припасы для себя и раненого, ожидавших своих спасателей, мысленно отрабатывая шаги, которые помогут им беспрепятственно выбраться из их импровизированного убежища. Эта ситуация укрепила глубокую связь между Джеком и основами выживания. Суровое испытание упростило сложности повседневной жизни, сосредоточив его внимание на самых примитивных человеческих инстинктах. Джек чувствовал внутреннюю близость со своим окружением, осознавая хрупкое равновесие между жизнью и силами, которые ее испытывают. Прибыла спасательная команда, что резко контрастировало с беспорядками, царившими ранее. Медицинский персонал в сопровождении сотрудников правоохранительных органов быстро оценил ситуацию. Их действия были методичными и синхронными. Джек почувствовал, как его захлестнула волна облегчения, когда эти профессионалы взяли ситуацию под свой контроль, восстановив нормальную обстановку и безопасность, в которых он и раненый отчаянно нуждались. Пострадавшему потребовалась немедленная медицинская помощь. Техники скорой медицинской помощи незамедлительно оказали первичную помощь и подготовили его к транспортировке. Джек наблюдал за их быстрым и профессиональным обращением и был благодарен им за своевременное внимание. Сотрудники правоохранительных органов коротко поговорили с Джеком, чтобы оценить его ситуацию и собрать важную информацию об инциденте. Плавный переход от кризиса к профессиональной медицинской помощи одновременно удивил и успокоил Джека. На фоне разделяющегося оленя во время спасательной операции была создана уникальная смесь взаимодействия человека и животного. Это событие, когда природа, казалось, сотрудничала с усилиями человека по спасению людей, произвело неизгладимое впечатление на присутствующих. Это дало редкую возможность увидеть потенциал взаимного уважения и понимания между дикой природой и цивилизованным миром. Неторопливое движение оленя, прокладывавшего дорогу спасателям, послужило трогательным напоминанием о невидимых узах, которые связывают всех живых существ. Этот необычный инцидент высветил взаимосвязанность жизни и таинственные способы, с помощью которых Вселенная поддерживает ее. Для Джека это послужило уроком, показавшим, что в природе есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. И этот урок он запомнил надолго после спасения. Когда раненый пришел в сознание, он поделился своим рассказом с Джеком и командой спасателей. Он рассказал, что он местный фермер и что погоня стада была защитным маневром от надвигающегося нападения волков. Это событие, отражающее связь человека с природой, высветило глубокие взаимоотношения, которые могут сложиться между людьми и животными. Слияние двух разных миров. Как только суматоха улеглась, фермер, который теперь твердо стоял на ногах, повернулся к Джеку с выражением глубокой признательности на лице. Он пригласил Джека посетить его ферму, что стало не только выражением благодарности, но и началом дружеских отношений. Этот дружеский жест ознаменовал начало новой главы, создав связь между их общей борьбой и предоставив обоим мужчинам шанс укрепить связь, сформированную непредвиденными обстоятельствами. Этот поступок фермера по отношению к Джеку продемонстрировал теплое завершение их совместного испытания. Испытание, завершающего момент, наполненный теплотой и человеческим взаимопониманием, резко контрастирующий с предыдущими холодными и неспокойными условиями, с которыми они сталкивались вместе. Когда официальные лица завершили свои операции, они убедились, что все участвующие в них лица находятся в безопасности и находятся на учете. Эффективность и заинтересованность, проявленные спасательной командой, подтвердили, что испытание завершилось без дальнейших осложнений. Это заключительное действие спасательной команды стало свидетельством их приверженности делу защиты человеческих жизней
и стало обнадеживающим завершением событий этого дня. В тишине, наступившей после спасения, Джек воспользовался моментом, чтобы поразмыслить о событиях прошедшего дня. Он размышлял о храбрости, необходимой для противостояния неожиданностям, о двойной роли природы как угрозы и защитника, а также о недавно возникших узах, возникших в результате нужды. Это размышление углубило его понимание непредсказуемости жизни и стойкости, которая может проявиться в трудные времена. День закончился на позитивной ноте, несмотря на встреченные препятствия. Сила, обретенная в невзгодах, и завязавшиеся непредвиденные отношения послужили маяком надежды. Джек смотрел в будущее, вдохновленный упорством и дружескими отношениями, которые возникли после кризиса. Это послужило напоминанием о том, что даже в самые мрачные моменты всегда есть возможность проявить себя с лучшей стороны и начать все сначала. У вас остались какие-нибудь мысли после просмотра вышеупомянутого видео? Поделитесь ими в комментариях. Нам не терпится услышать ваше мнение. На этом сегодняшняя история закончилась, и если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь и поставьте палец вверх.